Приветствую всех любителей винограда. Сегодня 24 июля 2021 года. На сегодняшний день у меня начала окрашиваться Каталония, гибридная форма. Прошу любить и жаловать. Уже пошел окрас. Окрашивание началось буквально дня 4 назад. Я заметил, начал меняться цвет у ягоды. Вот спустя там 3-4 дня ягода начала уже краснеть. Вот уже такой цвет у нее. Так что на сегодняшний день это у меня самая ранняя ягода по окрасу. Но она сама по себе считается ультраранней. Но в открытом грунте в Беларуси она не очень ранняя. Поэтому, ну вот в этом году лето у нас очень теплое. В принципе, вот такой кустик. 4-й год ему. Подгружен так довольно умеренно. Не сильно. Я его сильно старался не грузить. Гроздочки не очень большие. Но он, наверное, сам по себе. Такая сортовая особенность. У него гроздочки, по-моему, до полукило, если я не ошибаюсь. В общем, в том году я попробовал сигналки. Мне понравилась ягодка. Вот посмотрим, что он уже более-менее под нагрузкой даст в этом году. Боялся перегружать, поэтому дал. Ну вот здесь у меня 2 грозди на побег, они совсем маленькие, но в основном старался давать по 1 грозди на побег. У нее, кстати, есть небольшая проблемка по вызреванию лозы. Ну, вызревание, скажем, на уровне Аркадии, такой середнячок. Поэтому я все-таки, пока кустик молодой, старался его сильно не перегружать. И дал почти везде по 1 грозди на побег, так что без фанатизма, чтобы еще он немножко корни развил, помощнее сделал. А в принципе, на покушать на этот год мне более чем достаточно. А вот в следующем году я уже буду смотреть, как он тянет. Ну вот, некоторые, кстати, ягоды довольно крупные. Так что потенциал у этой гибридной формы налицо. Я думаю, через пару недель все-таки, если все-таки тепло у нас будет, то созревание у нас будет. И покажу, какой результат. Как она окрасится, как ягода увеличится. И будем пробовать на вкус. Вот пока я пару дней был на даче, я заметил мускат блау тоже начал окрашиваться. Это сигнальная гроздь. Вот для меня он стал сюрпризом по окрашиванию. Надо, кстати, почитать, когда он вообще созревает, из каких он. Потому что я, честно говоря, посадил его не глядя, потому что мне из него вино понравилось. Это универсальный сорт. Вот такие ягодки. Ну, пока сигналочка, пока такой. Но он, по-моему, сам по себе не очень даже. Ягодки крупные, но гроздочки такие довольно неплохие. Для сигналки вообще, по-моему, вполне. Вот в тенечке. Все притенено листьями. После последней обработки у меня прошло 2,5 недели. И вот смотрите, кое-где даже айдем все-таки проскочил. Видите? Так что обработка все равно нужна. Видите, сюда, наверное, раствор не попал между ягодками. Так что вовремя обработал. Вот такая зараза. Этот аидиум. Он все равно умудряется между обработками где-то проскочить, хотя прошло буквально 2,5 недели. Это в пределах допустимого. Я раньше вообще каждые 3 недели обрабатывал. Видите, кое-где что-то проскочило. И в прошлом видео в комментариях писали по поводу скора, что были ролики, что типа скор поджигает лист. Ну вот посмотрите. Лист весь живой, ничего не прожгло. Я вообще, честно говоря, первый раз про такое слышу. Никогда скор у меня лист не поджигал. Так что можете посмотреть. Но это дырки от града. Было у меня тут 3 града. В последнем видео я показывал, что я обработал Ардан плюс скор. И вот у меня промежутки обычно, в принципе, между обработками 3 недели, 4 недели. Ну вот этот раз я обработал через 2,5 недели. Вот смотрите, лист чистый, в принципе болезней нет. Кое-где аидиум проскочил на самих ягодках. Единичные случаи. Но я эти ягодки поудалял, чтобы они не мучились уже. А раз прихватил, значит трескаться будут. Кстати, у Лоры пошло размягчение ягод. Но Лора не самый ранний, насколько я знаю.
Ну вот посмотрим. В прошлом году у меня все они довольно поздноватенько набрали сахар, потому что год был холодный. Я надеюсь, в этом году все будет по-другому. Пишите в комментарии, как у вас пошел окрас в этом году, какие сорта у вас самые первые начали окрашиваться. Всем удачи, пока.